Представьте себе невозможную ситуацию. 5 крепких, опытных мужчин спят в наглухо закрытой палатке на высоте 4000 метров. Снаружи ледяной холод, нет ни грозы, ни шторма. Но внезапно внутрь проникает нечто. Оно не рвет брезент и не оставляет следов взлома. Это нечто методично, словно обладая собственным разумом, забирается в спальные мешки каждого из альпинистов, выжигая их тела изнутри, оставляя после себя запах озона и горелой плоти. Мы привыкли, что наука способна объяснить все, но то, что произошло 17 августа 1978 года на Кавказе с группой советских альпинистов Владимира Ковуненко, до сих пор заставляет физиков и судмедэкспертов нервно отводить глаза. Что это было? Редчайшая природная аномалия, испытание секретного оружия или встреча с формой жизни, состоящей из чистой плазмы? Вы на канале «Архив теней», и сегодня мы разберем одно из самых жутких и необъяснимых дел в истории альпинизма. Любое леденящее кровь событие всегда начинается с рутины. Август 1978 года. Группа под руководством Владимира Ковуненко, мастера спорта международного класса, совершает тренировочное восхождение на гору Трапеция. В команде «Элита» Виктор Башкиров, Владимир Зыбин, Петр Капров и Виктор Коровин. Для этих людей горы были вторым домом, они знали, как выживать в лавинах и штормах. К вечеру 17 августа группа разбила лагерь на плато. Погода была идеальной, никаких предвестников беды. Они плотно поужинали, зашнуровали палатку изнутри, чтобы сохранить тепло, и легли спать в свои утепленные мешки. Никто из них не знал, что эта ночь навсегда разделит их жизнь на «до» и «после», а для одного из них рассвет наступить никогда. В цифровой век мы привыкли, что технологии могут дать ответы на все вопросы, но в ту ночь на высоте 4 километров свидетелями стали только ледяные скалы. Глубокой ночью Ковуненко проснулся от неестественного пульсирующего света. Прямо над спящими людьми в воздухе завис ярко-желтый огненный шар. Он издавал низкий вибрирующий гул, а затем начался абсолютный кошмар. Шар не вел себя как слепая стихия. По словам выживших, его движения были пугающе осмысленными и методичными. Он подлетел к одному из альпинистов и буквально нырнул внутрь его спального мешка. Раздался нечеловеческий крик. Сам Владимир Ковуненко позже вспоминал: «Шар залез ко мне в спальник. Боль была адской, словно меня жгли сварочным аппаратом. Я потерял сознание, а когда очнулся, шар уже методично прожигал Зыбина. Наши тела парализовало, мы не могли пошевелиться». Существо или плазменный сгусток металось по палатке, ныряя в каждый спальник по нескольку раз. Оно вырывало куски мышечной ткани, оставляя глубокие обугленные раны до самых костей. Когда свечение наконец исчезло, так же внезапно, как и появилось, палатка погрузилась в темноту, наполненную стонами и запахом горелого мяса. Виктор Коровин не подавал признаков жизни. Шар ударил его прямо в область груди, вызвав мгновенную остановку сердца. Давайте прервемся и посмотрим на это с точки зрения науки. Официально это явление назвали шаровой молнией, но физики до сих пор ломают голову над ее природой. Обычная шаровая молния живет секунды. Она движется хаотично по линиям электромагнитного напряжения и чаще всего взрывается при контакте с препятствием. Но шар на горе Трапеция жил несколько минут. Он не взорвался. И самое главное, как он вообще попал в зашнурованную палатку. Позже спасатели осмотрели палатку вдоль и поперек и найдут невозможный парадокс. Брезент был цел. На нем не было входных отверстий.
Шар прожег ткань только в тех местах, где соприкасался со спальными мешками изнутри. Он прошел сквозь материю палатки, как призрак. Если это природа, то она нарушила все известные нам законы физики. Если это не природа, то что? Обезображенные, с тяжелейшими ожогами 4-й степени, выжившие альпинисты чудом смогли дождаться эвакуации. Их экстренно переправили в Пятигорск, а затем спецрейсом в лучшие клиники Москвы. И вот тут нас ждет главный сюжетный поворот. Когда профессора медицины осмотрели раны Ковуненко и его команды, они впали в ступор. Ожоги не были похожи ни на последствия удара током, ни на контакты с открытым огнем. Ткань людей не была обуглена снаружи, мышцы были сварены изнутри. Кожа вокруг ран во многих местах оставалась целой, а под ней скрывались выжженные пустоты. Врачи констатировали, такие повреждения вызывает только направленное сверхвысокочастотное излучение огромной мощности, эффект микроволновой печи. Откуда на безлюдной вершине Кавказа в 1978 году взялся источник направленного СВЧ-излучения, обладающий искусственным интеллектом? Была ли это секретная военная разработка, вышедшая из-под контроля, или плазменная форма жизни, питающаяся энергией живых существ? Владимир Ковуненко перенес множество сложнейших операций. Он проявил невероятную силу духа и даже смог вернуться в альпинизм. Но до конца своих дней этот суровый человек был убежден: в ту ночь на Кавказе они встретились не со слепой стихией, они встретились со злым, расчетливым разумом, состоящим из энергии. Мы строим адронные коллайдеры и запускаем марсоходы. Но правда в том, что наша планета до сих пор скрывает феномены, перед которыми мы абсолютно беззащитны. Идеальных объяснений больше нет. И кто знает, сколько еще таких энергетических хищников дремлет высоко в горах, дожидаясь, пока кто-то разобьет свою палатку в их владениях. Горы хранят свои тайны. А какие версии произошедшего кажутся вам самыми правдоподобными? Напишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал «Архив теней», чтобы не пропустить наши новые расследования. Берегите себя и помните, иногда неизвестность находится гораздо ближе, чем нам кажется.